Никогда не думала, что на YouTube я вернусь именно с таким видео. Сейчас я сижу дома у себя в Варшаве, но предпочла бы быть где-то в Украине, в бомбоубежище вместе со всей своей семьей. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Блядь! Попала на машину! Будинків немає. Це бомби, які скидають з самольотів. Господи, не падає, сука! Как твари, блядь, бомбят нас, блядь. Вот девочка там валяется, вот там смертей сколько на вашей совести. Ёб твою мать! Человека убила. Лови, лови! Нам в квартиру попал снаряд, все загорелось. Люди поумирают, я не знаю, это ужас просто. Ребята, у нас просто ничего не осталось. Посмотрела, что о войне в Украине говорят сейчас СМИ разных стран, какие ролики выкладывают на YouTube, что пишут под ними в комментариях, и поняла, что часть вообще не одупляет, что происходит. Есть люди, как будто бы верят всему, что показывают у них по телевизору. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Я видела, какую мощную пропаганду запустила РФ, и расскажу вам то, что я знаю лично от моих родителей. Чему я могу доверять на 100%. Если вы вдруг до сих пор думаете, что это защитная военная операция, то в один непрекрасный день мне мама написала, что ночью у них стекла повылетали от ударной волны на балконе, и этот удар они еще и почувствовали на себе. Помимо того, что есть огромное количество фото, как сейчас выглядят жилые районы, вчера последняя новость, которую я прочитала, была о том, что начали огонь по Запорожской атомной станции. Подписчиков из России, и если вы думаете, что вас не коснется это событие, то вспомните, что в Украине в основном западные ветры, которые все это первым делом как раз-таки на Россию и понесут. Я прекрасно понимаю, что в таких стрессовых ситуациях каждый переживает только за свою жопу. Я точно так же, как и все, переживаю в основном за своих родных, близких людей и хочу, чтобы это максимально быстро все закончилось. Я, конечно, не эксперт, но, как по мне, самый быстрый способ — это свергнуть власть, тогда просто некому будет отдавать приказы. Россияне, которые меня сейчас смотрят, не говорите, что это сложно, невозможно, потому что у украинцев это получилось. Я могу прекрасно понять, что может быть страшно, что вас запихнут в автозак и посадят. Но мне тут рассказали такой лайфхак, что если толпой перевернуть в автозак, то вас в него не посадят. Это обращение в основном к русской моей аудитории. Я вам не говорю жалиться как-то на украинцами и перевернуть власть, подумайте о себе. Я читала недавно высказывание эксперта на тему того, что ждет россиян после санкций. Я вам вставлю, вы можете остановить, почитать, но если кратко говорить, то
это даже дефицит базовых продуктов. Даже если Россия запаслась золотом, то кто его сейчас купит? Заводы тоже станут, то есть у людей не будет работы, потому что часть из них используют импортные запчасти для создания своей продукции. Также импортные семена. Газовый поток 2 уже прикрыли, но почему-то все забывают о том, что есть еще и газовый поток 1. Вспомните, пожалуйста, он работает. Я знаю такую одну хорошую подходящую цитату: для торжества зла достаточно просто того, чтобы хорошие люди ничего не делали. Слушала также высказывания многих русских звезд на тему поддержки Украины, и мне очень интересно, почему они начали говорить, как только это коснулось того, что они больше не смогут отдыхать на Бали, потому что у них поотбирали визы. А когда отбирали Крым, Россия вводила войска в Грузию, все молчали. Но после таких высказываний против своего правительства сказочная Бали, скорее всего, ждет их внутри страны. Особенно мне нравится, как в этой ситуации увернулась Собчак, потому что она получила огромный прирост подписчиков и сказала, что 24 числа проснулась в 6 утра от звонка о том, что началась война. И все равно, что ее мать голосовала 22-го, наверное, она просто не успела ей рассказать или забыла. Иногда мы забываем о таких моментах, которые повседневные. Путиным сейчас действует прагматизм развития страны или все-таки это некая сверхидея? Это я вам должна задавать этот вопрос. А вы друг семьи, а не я. А вот я реально проснулась от звонка мамы, которая мне сказала, что их бомбят, и чтобы я бежала снимать деньги с украинских карт, и мне было на что жить. Если вдруг что. Стреляют в мирное население, есть много умерших среди обычных гражданских. Загляни в глаза, но не замерзай мне. Загляни в глаза мне. Загляни в глаза и прочитай. Пиздос! Что в мире, где нас растили так много дней. Вводят технику, довольно-таки старую, которую, конечно же, появилась еще отличная возможность списать и на налоги граждан сделать новую. Как я уже сказала, мне бы хотелось, чтобы в России просто поменялась власть, и все мирно, тихо, спокойно закончилось. И ни с каких сторон не было потерь в жизни, потому что мне не нравится, когда умирают люди. Любые люди. По вот вчерашним данным, когда я смотрела, это было 9000 русских солдат. Я не знаю, что по этому поводу говорят СМИ. По-моему, у них нет потерь. Но, как говорится, нет тела, нет дела, потому что они все-таки привезли переносные крематорії. А ви знаєте, що вони з собою привезли крематорій? Так, вони просто з собою привезли крематорій. Тобто вони заздалегідь, не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям, не збираються показувати, що їх діти тут загинули, що їх вбили, що вони сюди прийшли вбивати нас, і ми оборонимо нас, нашу свободу, наші домівки, і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати. Чому наші беруть їх в полон, а потім наші лікарі їх лікують? Хоча вчора ще наші лікарі спасали наших хлопців, які померли від ран, від цих же людей. Але все одно ці лікарі, бо вони є лікарі, в них перш за все людяність, а потім вже помста. І це є реальність різниці між тим, хто просто посилає м'ясо. І тому він взяв крематорії з собою. Ці люди привозять крематорії. Ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах просто. Це я навіть не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є акти геноциду і нацизму. Вставайте, женщина, вставайте, весь Крым на ноги поднимайте. Поднимайте людей. Вы видите, ваш сын жив-здоров.
С ним ничего не будет. Не надо слов, их уже было достаточно со стороны НАТО. Нужны активные действия. Поставьте, пожалуйста, мои подписчики из России, кто вообще это видит, плюсик в комментарии, потому что мне интересно, показывает ли вам YouTube такие видео, и вообще, есть ли у вас YouTube сейчас. Я хотела сделать короткое обращение, но если вам интересно более подробно узнать какие-то новости, то дайте знать, и я буду держать вас в курсе событий. А надеюсь, не придется, потому что все закончится, когда я завтра проснусь. Ольга, да вы никогда не вторгнетесь в Украину, потому что Украина сильная армия. Так как же мы Это не не так, вторглись, 14-й если мы год. вторглись В Казахстан 8 лет назад? приехать